Рассвет над полями в окно, смотрит солнце. Огонь в печи, а в доме уют и покой. А в сердце свобода, и дышится вольно. Здесь счастье найдется, здесь край мой родной. Деревня моя, нет милее тебя. Родной мой дом, где за окном просторы, свежий ветер. Березы шепчут у реки. Здесь душа моя счастливее всех на свете. Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья. 2 года назад я купила деревенский дом. И, в общем-то, когда я покупала его, то у меня были радостные мысли, ожидания на тот счет, что вот, наконец-то, я буду ближе к природе, а значит, у меня будет больше отдыха. Но поскольку я здесь живу постоянно, то, как вы понимаете, очень много дел и по дому, и по участку, и отдыхать тут, по сути, некогда. Но нет, отдых, конечно, он есть, но он, знаете, больше такого психологического, ментального характера, когда твой мозг не засорен различными городскими шумами, заботами. Да, в деревенской жизни ты действительно очень близок к природе. Достаточно выйти за дверь. Я очень этому рада, очень счастлива, что у меня есть такая возможность наблюдать все погодные явления, все сезоны во всей своей красоте, собирать все дары природы, которые мне доступны на расстоянии вытянутой руки, сажать свой сад, огород. Но в этой жизни всегда за все нужно платить, и здесь, в деревенской жизни, я расплачиваюсь за всю эту роскошь соприкосновения с природой своим физическим трудом. Плюс, учитывая еще тот фактор, что я здесь живу одна, все заботы, все хлопоты, вся работа, конечно же, лежит только на моих плечах. Поэтому я, конечно же, здесь очень сильно себя перенагружаю различной физической деятельностью. И даже психологически иногда мне бывает тяжело в том плане, что мне приходится справляться одновременно с разными делами и по дому, и по участку, и я к тому же работаю удаленно, зарабатываю деньги, то есть мое внимание, оно как бы очень сильно раздергано на различные дела здесь. Друзья, всем привет! Сегодня я хочу раскрыть тему отдыха в деревне. Как это ни странно, для меня эта тема оказалась очень-очень сильно актуальной, особенно когда я почувствовала, что я очень сильно устаю здесь, сильно перерабатываю, скажем так, перенагружаю свой организм. Иногда настолько сильно, что я просто чуть ли не падаю замертво в кровать. Потом даже не могу очень долго уснуть. Может быть, кто-то не знает, но при сильных стрессовых нагрузках, а физическая нагрузка, когда она в избытке, да, это тоже сильнейший такой стресс для организма на самом деле. И если организм постоянно перенагружать, вырабатывается очень сильно гормон кортизол, его становится в переизбытке в нашей крови, да. Из-за этого нарушаются очень сильно биоритмы, нарушается сон, мы плохо спим, мы начинаем переедать из-за переизбыточного кортизола, да, здесь же проблемы с весом возникают. Здесь также хочу добавить, что высокий кортизол влияет на наш обмен веществ, он становится намного хуже, портится наш иммунитет. А также высокий кортизол разрушает наш белок. Это значит, очень сильно страдают волосы, ногти, кожа от высокого кортизола. И вот это вот я очень сильно заметила, особенно когда я проживала первый год жизни здесь. Через первые полгода я прям почувствовала, что я, во-первых, заметно прибавлять в весе стала. Я заметила, что я очень сильно устаю, ложусь в кровать вечером и не могу заснуть. Потом полночи ворочаюсь в кровати. В общем, для меня эта тема стала очень острой, скажем так, в том плане, что я задумалась, а как вообще нужно здесь проживать эту жизнь в деревенском доме так, чтобы не сильно уставать, да, чтобы не перенагружать свой организм. А это на минуточку мое здоровье, все-таки женское здоровье в том числе. В общем, я сделала для себя ряд таких мероприятий, скажем так, а также ввела в практику запланированный отдых. Чуть попозже я вам об этом расскажу, что такое запланированный отдых и почему его надо планировать, да. Я немножко изменила образ жизни, скажем так, да, благодаря чему снизился мой вес, и также я стала лучше спать, и вообще я стала себя немножко разгружать,
радовать. Больше стала заниматься релакс-практиками какими-то, йогой, чтобы привести себя более-менее в какое-то ресурсное состояние. Особенно весенне-летний период. Это для меня актуально, потому что вот именно весной и летом у меня особо сильная активность здесь, как вы понимаете, да. Помимо забот о доме прибавляются еще заботы о саде, об огороде. Понимаете, жизнь в деревенском доме – это настоящий квест. Вот ты просто идешь по дому, вдруг видишь, ага, вот здесь нужно что-то убрать, вот здесь переложить, вот здесь доделать, вот здесь и туда, и сюда, и глаз постоянно за что-то цепляется, и тебе постоянно что-то хочется сделать в доме. Постоянно нужно какую-то работу произвести, и если свой мозг не успокоить на минуточку, то можно, наверное, сойти с ума и вообще довести себя до изнемождения, да. Вот, поэтому я прям задумалась и решила организовать свою жизнь как-то немножко по-другому, чтобы давать себе побольше отдыха, чтобы у меня была возможность восстановить свой ресурс. Так вот, я занялась оптимизацией своего быта. В некоторых видео я даже уже намеками показываю, рассказываю про эту оптимизацию. Ну а здесь в этом видео я более полноценно расскажу, какие мероприятия для восстановления ресурса здесь я для себя провожу, да, и что я вообще делаю, как я организовала свой быт, чем я вообще, в принципе, занимаюсь, чтобы здесь отдыхать все-таки иногда, а не только работать. Ну, во-первых, я стала делать только те дела, которые мне под силу, то есть я перестала переоценивать свои физические силы. И там, где я могу делегировать какую-то тяжелую работу другим людям, например, наемным рабочим, я это делаю. А там, где я не могу делегировать, например, у меня нет пока денег, чтобы оплатить какую-то работу, я просто откладываю это в долгий ящик, так сказать. К тому же на каждое дело требуется какое-то определенное время, и если у меня накапливается очень много дел, я ставлю приоритеты между ними, да, я делаю только то, что в первую очередь необходимо. Но, например, какие-то текущие ежедневные дела, там уборка, мойка посуды, я решила делегировать технике. Я хоть и живу в деревне, но все-таки живу в деревне 21 века и могу себе позволить такую роскошь. Друзья, я хочу вас познакомить со своим новым питомцем. Смотрите. Та-да-да-да-там! Знакомьтесь, это Роберт, напарник моей Дуняши. Он будет отвечать за уборку на кухне, а Дуняша будет теперь отвечать за уборку в зале, в основной части дома. Потому что у меня высокие пороги, и я замучилась, если честно, таскать туда-сюда станции для Дуняши. Ну вот теперь у меня два помощника, можно сказать. Сейчас я вам подробно о нем все расскажу. Это робот-пылесос марки Red Robot R11. Основные его преимущества перед предыдущей моделью в том, что он более мощный. Его мощность составляет 10 тысяч мА. Также у него более мощный аккумулятор, которого хватает на более длительное время уборки. А еще по сравнению с предыдущей моделью у него более длинная щетка для очистки пыли в углах. Ну и также здесь обычная щетка присутствует и тряпочка для влажной уборки. А еще боковая щетка у него выдвигается для того, чтобы он больше захватывал пыль и убирался под шкафами. Также эта функция щетки помогает от запутывания, так что если он заденет занавеску, ничего страшного не будет. Как и в предыдущей модели, тут есть также контейнер для воды, чтобы он совершал влажную уборку. А еще, что мне очень понравилось, здесь во внутреннюю часть пылесоса встроенная маленькая щеточка для чистки пылесоса, ее нигде не потеряешь. Также то, что мне здесь очень понравилось, здесь есть дополнительный контейнер для дополнительного сбора пыли, а также для замены фильтра. Ну и как вы поняли, этот пылесос более мощный, поэтому я отдала ему уборку на кухне, потому что у меня там больше грязи и убирать там ему сложнее. Ну а робот-пылесос марки R10 Дуняшу я оставила для уборки в своей основной части дома. Здесь она отлично с этим справляется. Как вы видите, между моей кухней и основной частью дома порог достаточно высокий, он почти 10 сантиметров. Однако оба пылесоса отлично справляются с небольшими препятствиями. Также у обоих пылесосов хорошая лазерная навигация, благодаря которой они очень хорошо ориентируются в пространстве. Ну и не могу не отметить то, что для каждого пылесоса есть специальное приложение, в котором вы можете им спокойно управлять, делать для него определенные зоны для уборки, создавать определенные настройки, команды, которые вам удобны для уборки пылесосом. А также здесь есть возможность подключить приложение к голосовому помощнику. Например, его можно подключить к умной колонке Алисе.
Ну и также у новой модели есть станция, куда он сбрасывает пыль, внутри которой есть мешок специальный для сбора пыли, которого хватает аж на целых 3 месяца. Кстати, если у вашего робота-пылесоса неожиданно закончилась зарядка посередине уборки, он едет к станции, там заряжается и потом продолжает уборку с того места, где закончил. Ну и давайте посмотрим, как он справится с грязью на пороге возле двери. Между прочим, он делает одновременно как и сухую, так и влажную уборку. Теперь никакая кошачья шерсть, грязь, пыль мне не страшна. В общем, для тех, кому тоже захотелось такой пылесос, я оставлю ссылку под этим видео. Проходите, покупайте и наслаждайтесь отдыхом от уборки. А еще, что мне очень помогает восстановить свой ресурс, так это шопинг. Особенно всякие женские штучки. В общем, хочу показать вам заказ, который я сделала в Фаберлике. Расскажу немножко о своих женских секретах, скажем так, да. Поделюсь с вами, что я заказала, для чего мне это все нужно, как это все помогает мне восстановить мой ресурс. И начну вот с этого аромадиффузора. Знаете, ароматы, которые нас окружают, это очень-очень важно. И многие ароматы, они способствуют вот именно релаксу. Вот этот аромадиффузор называется Sakura Matcha Tea, то есть чай матча, по-моему, сакура, антистресс, смотрите, способствует антистрессу. Здесь, знаете, я перевернула коробочку, почитала текст, меня прям вдохновило. Вот это вот, здесь написано: «Ранний теплый вечер приоткрывает для тебя потаенную дверь в завораживающий сад, полный нежных, тонких ароматов. Ты идешь по нему, словно в волшебном сне, где не нужно никуда спешить». Вот это очень важно, когда отдыхаешь. Вокруг благоухает цветущий миндаль, вишня, утонченная сакура, а все заботы и мысли уходят далеко-далеко, оставаясь где-то за пределами этого райского уголка. Это абсолютное счастье, которое ощущаешь каждой клеточкой тела. Вот этот текст, он прям меня так сильно привлек. Я думаю, ну действительно, что-то, наверное, там антистрессовый. Давайте откроем. Я, кстати, его ни разу не заказывала, но смотрите, так он выглядит. Он, кстати, в стекле, что очень интересно. Я обычно диффузоры заказываю, и они в пластиковых каких-то этих коробочках приходят, бутылочках, а этот в стекле. Смотрите, какой он. К нему идут вот такие вот палочки. Сейчас я вам покажу, как этой штукой пользоваться. Вот здесь нужно отвернуть и вынуть пробку. В общем, это специальные такие палочки, которые впитывают в себя аромат диффузора и разносят его по всему помещению. И вот так вот их ставишь. Можно оставить где угодно, в ванной комнате, в спальне и так далее. Ну, что я хочу сказать. Я уже сейчас чувствую такой тонкий аромат, знаете, очень похоже на какие-то утонченные духи, если честно. Это не совсем аромадиффузор. Очень тонкий аромат, который не бросается в нос. Немножко свежестью даже. Слушайте, мне так нравится. Я его не зря заказала. Это вот именно тот аромат, который мне очень понравился. Описание на этой коробочке соответствует ожиданиям, я вам хочу сказать. Причем я очень чувствительный человек на запахи, вот именно, да, и не все запахи я переношу. А вот этот очень тонкий, он не резкий. Там какая-то ваниль, нотки дерева, цветы какие-то, свежесть. Слушайте, мне очень нравится. Я очень рада, что его заказала. В общем, я его в ванную комнату поставлю. Боже, это, знаете, вот как будто я духами попользовалась сейчас, а не аромадиффузором. Реально, прям вот даже на руках. Ой, какой утонченный просто. Обалдеть. Следующее, что еще заказала. У меня заканчиваться начал шампунь. И я решила попробовать шампуни от Фаберлика разные. Вот этот шампунь 2 в 1. Бальзам и шампунь. Он с гиалуроновой кислотой. Посмотрим, как он будет сохранять мои волосы. Написано вообще, что для всех типов волос он обеспечивает экспресс-уход, очищение и кондиционирование. То есть бальзам для него не нужен, кондиционер. Он прям вот в этом шампуне находится. Написано, что увлажняет, насыщает питательными веществами, придает шелковистость и блеск волосам. Следующий шампунь — это я заказала комплект. Здесь идет ламинирующая маска, бальзам. Мне нужно восстанавливать волосы, они у меня очень тонкие, секутся очень сильно. Вот поэтому я заказала вот эту линейку, жидкий шелк она называется. Еще я заказала вот такой комплект с биотином в составе. Здесь идет в комплекте бальзам для роста волос и шампунь тоже для роста волос. Вы знаете, после стресса, после сильных физических нагрузок, я не знаю почему, у меня очень сильно лезут волосы. Вот прям это очень неприятно, поэтому я заказала еще вот такой шампунь с биотином и бальзам с биотином, чтобы быстрее росли волосы мои. Вот. Еще я заказала вот такой вот БАД. Это живица с маслом кедровым.
он очень сильно хорошо восстанавливает иммунитет. Когда человек испытывает сильный стресс, иммунитет он сильно падает. И вот этот БАД, я считаю, что должен помочь. Кедр вообще очень богат различными микроэлементами, а уж кедровое масло так тем более. Сейчас я посмотрю, смотрите, какие капсулы там красивые. Они такие шикарные, как бриллианты. Ну, в общем, это желатиновые капсулы с кедровым маслом и ежевицей. Такой БАД я еще не пила, я очень давно хотела его попробовать, и наверняка это скажется также на моих волосах, коже, ногтях. У меня очень тонкие ногти. В общем, после стресса у меня всегда вот страдают вот эти органы, поэтому вот кедровое масло и ежевица — это прям вот must-have, я считаю. Я заказала еще комплект, значит, здесь у меня крем пробуждающий для лица Океанум и патчи. Я когда увидела их цвет на сайте Фаберлика, я чуть не выпала. Сейчас я вам его покажу. Смотрим эти патчи. Так, смотрите, вот здесь уже специальная ложечка есть, в которой нужно их доставать. Ой, какая она миленькая, посмотрите. В общем, так, крышка. И посмотрите, какой цвет, офигеть, да? В общем, они гидрогелевые. Смотрите, какой он красивый. В общем, патчи очень хорошо по утрам под глаза, чтобы снять мешки и вообще напитать кожу под глазами. Патчи мы посмотрели, сейчас посмотрим крем из этой же серии Океанум, да? Вот такая вот коробочка такого же аналогичного крема. Тоже очень красивая зелененькая баночка. Зеленый вообще мой любимый цвет. Вообще здесь на камере он как будто бы цвет морской волны, но вживую он прям салатовый. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Смотрите, какая текстура. Запаха практически нет. В общем, такой вот крем, он помогает восстанавливать клетки кожи, хорошо защищает, регенерирует. Поэтому называется пробуждающий крем. Да, вот отлично впишется в мой уход. Особенно здорово будет после бани им пользоваться. Что я еще заказала? Еще я заказала вот такой вот крем от Фаберлика. Сочный персик. Он подходит как для лица, так и для рук и тела. Сейчас давайте посмотрим. Я очень люблю запах персика. И вообще вот всяческие ароматы, которые мне нравятся, они должны просто очень хорошо помогать от стресса. Боже, как он пахнет, друзья. Блин, его съесть хочется, как будто это какой-то крем. Крем, в смысле, для торта. Очень вкусно. Персиком. Это будет мой самый любимый крем. Слушайте, посмотрите, он реально как будто кондитерский крем. Хочется его съесть. Жаль, что нельзя передать запах. Запах персика. Посмотрите, как он на руке у меня выглядит. Ну, тоже такой легкий, не жирный, водянистый такой. И запах персика просто божественный. Это будет мой любимый крем. Как будто взбитые сливки, да? Очень вкусно пахнет, и мне очень нравится текстура. Буду им пользоваться. Какие я еще штучки заказала? Вот это, значит, смесь эфирных масел. Значит, смесь эфирных масел антистресс и эфирное масло с пихтой сибирской. Значит, в смеси эфирных масел есть масло лимона, мяты и перца черного. Я очень люблю мятные такие всякие цитрусовые масла. У меня есть, кстати, аромадиффузор, парогенератор, или как его еще там называют. Я в него добавляю. И также вот в бане я пользуюсь тоже аромамаслами. Вот сейчас давайте вскроем, тоже посмотрим, что там. Смотрите, какая приятная баночка. Тоже из стекла, кстати, на минуточку. В баночке есть дозатор. И очень сильно пахнет хвойным лесом. О, прям реально пихтой пахнет. Вот это для бани будет классная штука. Кстати, здесь в коробочках есть специальные вкладыши с подробной инструкцией, как пользоваться этими маслами. Кстати, можно в косметические крема их добавлять, в ванну добавлять и в аромалампу, которая у меня есть. Слушайте, вот сегодня обязательно попробую вот эту антистрессовую смесь. Знаете, приятно так пахнет лимончиком. И мята очень хорошо чувствуется. И чуть-чуть остренького перца. Прям чувствуется. В общем, хороший набор для антистресс мероприятий. Мята очень хорошо успокаивает. Как раз перед сном можно будет понюхать. И вообще, я, знаете, делаю дыхательные упражнения и часто пользуюсь в моменты дыхательных различных практик вот именно аромамаслами, которые помогают успокоить психику и наш беспокойный мозг, который стремится делать все на износ. Вот. Еще я заказала 2 зубных щетки необычных. Значит, одна щетка силиконовая. Я, кстати, ни разу не пробовала силиконовыми щетками пользоваться. Вот взяла попробовать. И еще взяла очень мягкую зубную щетку с ионами серебра.
Так вот она выглядит, тоже попробую ей зубки почистить. И на десерт я еще себе заказала масляные духи, друзья. Давайте попробуем. Я очень люблю различные духи на основе масел. На масляной основе, потому что на спирту у меня очень сильная бывает аллергия. Смотрите, как флакон выглядит, обалдеть. Попробуем, что там внутри. По описанию мне очень понравилось. Роликовый дозатор. Как у всех духов на масляной основе, собственно, они все идут с роликовым дозатором, да. Сейчас попробую. Слушайте, очень тонкий такой аромат. Такой нежный. Основная нота в этих духах — это роза. Я обожаю запах роз. И здесь просто он раскрылся в невероятном таком тонком аромате. Знаете, как вот действительно от цветов, когда от роз пахнет запах, здесь вот в этих духах он и раскрылся. В спиртовых духах, к сожалению, любые ароматы, они очень звучат резко. А вот на масляной основе мне очень понравился. В общем, уход за собой для любой женщины — это отличное антистрессовое мероприятие. А еще, поскольку я очень много времени провожу за ноутбуком, сижу постоянно на работе по 8 часов в день, я озадачилась тем, как организовать свое рабочее место, чтобы было и комфортно, и безопасно для моего здоровья, для моей спины. У меня, значит, есть обычное компьютерное кресло, оно регулируется подъемом туда-сюда. В принципе, оно более-менее комфортное, но единственное, что, когда я сижу за компьютером, я опускаю голову вниз к ноутбуку, моя шея кособочится, короче, выгибается в знак вопроса. Значит, у меня также есть обычное кресло садовое. Вы, наверное, часто видели на моих видео, как я вот в этом садовом кресле работаю за ноутбуком в саду. Я часто летом его выношу, чтобы на улице работать. Но, как видите, оно неудобное, в нем нет столика, потом оно быстро у меня уже порвалось. Оно полностью как раскладушка раскладывается. Или вот в таком вот режиме, полусидя, полулежа, да, вот как бы вот такой вот у него наклон. И чтобы работать с ноутбуком за ним, нужно какой-нибудь столик ставить рядом, ну, чтобы удобно было, да. И, в общем, очень оно неудобное, в нем долго не просидишь, если честно. Да, там в саду минут 15-20 в нем можно посидеть, но не дольше, не 8 часов точно. К тому же из него очень неудобно вставать, приходится вылезать буквально из него. Чего не скажешь о вот этом чуде. Вы только посмотрите, какое оно классное. Я просто в восторге. Я когда увидела на Валберес его, одного только взгляда мне было достаточно, чтобы понять, что это то, что мне нужно для комфортной работы. Ну, во-первых, мне очень понравилось то, что у этого кресла 10 режимов регуляции спинки. То есть я могу его полностью настроить под себя, как мне удобно. Могу сделать любой угол наклона. При этом и столик тоже вращается. Он может вращаться как в горизонтальном положении на все 360 градусов, так и в вертикальном положении. Его можно отрегулировать на 180 градусов. Вот здесь есть специальные регуляторы, вот такие вот можно подкручивать, закреплять в том положении, в котором тебе удобно. Это вот в горизонтальном положении ручка регулятор, и также здесь есть два вертикальных регулятора. Два, понимаете, можно просто как конструктор его сделать под себя. А благодаря тому, что на спинке кресла установлены доводчики аж на 10 режимов регуляции, я могу настраивать кресло в течение рабочего дня в том положении, в котором мне хочется сесть. То есть, если мне захочется сесть полностью прямо, я могу повернуть спинку на 90 градусов полностью прямо. Или если мне захочется сесть полулежа вообще, я могу лежать, буквально даже лежать и работать, представляете? Ну где вы вообще видели такое рабочее кресло и рабочий стол, в котором можно работать буквально лежа? Если честно, в течение 8-часового рабочего дня спина у меня прилично устает. И когда есть возможность лечь и при этом работать еще, ну это сказка, я считаю, просто. В общем, в первый день работы в этом кресле мне показался, как будто вот меня, знаете, в огромных ладонях кто-то держит. Настолько оно эргономичное. Вот здесь я даже вставлю картинку, чтобы вам показать, какие у меня чувства были, когда я просидела первый рабочий день в нем. Друзья мои, я просто была в восторге от вот этого матрасика, который идет в комплекте к этому креслу. Ну, во-первых, у матрасика есть вот такие лямочки, да, за которые можно привязать его к креслу.
А во-вторых, посмотрите, какое оно качественное. Оно очень пушистое такое, вот особенно в районе подушки. В него садишься и, знаете, как будто проваливаешься в пушистое облачко. Я когда впервые села в это кресло, я больше не захотела из него вставать. И знаете, теперь каждый мой рабочий день это как вот праздник, ей-богу. В общем, я в восторге от этого матрасика. Он просто шикарен. Он вот прямо от души, что называется, сделан. Еще что мне очень нравится в этом кресле, оно из дерева, друзья. Как вы видите, у меня дом тоже из дерева. Я в скором времени планирую покрасить стены в доме в белый цвет. И также планирую это кресло также выкрасить в белый цвет. Оно из такой светлой березовой фанеры, как вы видите, хорошего качества. Его можно и залакировать, и можно морилкой покрыть. Ну, кому как интереснее, да. Лично мне интересно вот именно в белый цвет его будет покрасить. Друзья, я знаю, что вы будете у меня спрашивать, где найти такое кресло. Друзья, если вам тоже понравилось такое кресло, можете найти его в поисковике по названию производителя. RoboCube. Я здесь оставлю название прямо вот на экране. Вот это название производителя можете вбить в поисковик в любой, на любом маркетплейсе, и вам выпадет это кресло. Оно есть в разных цветовых гаммах. Мне понравилось лично это, я выбрала эту. В общем, друзья, это новинка российского производства, о которой еще никто пока не знает. Я сама, когда увидела, очень удивилась. Я нигде таких кресел еще не видела. И сразу же его заказала. Ну, просто песня. Белочка тоже очень довольна. Смотрите. Белек, тебе нравятся наши кресла новые, да? Она уже, кстати, оценила. Я когда сажусь в это кресло, я скидывала фотографии в телеграм-канале. Вот так вот, когда поворачиваешь столик, я, значит, работаю за ноутбуком на столике, да, а ко мне на колени садится вот эта вот дамочка и начинает мурчать. И у меня появляется возможность одновременно и кошку гладить, и работать. Ну, в общем, оно и для работы, и для отдыха. Чему я несказанно рада. У меня не болит спина. Друзья, что самое главное. Слушайте, человек, который создал это кресло, точно знал толк в эргономике, я вам скажу, друзья. Это просто гениальнейшее изобретение. И вообще, я, знаете, очень люблю все из дерева. Как вы понимаете, дом у меня деревянный, и я буду искать мебель именно из дерева под него. И это кресло гениальным образом, я считаю, вписывается в мой интерьер, который еще пока не облагорожен, но в скором времени, когда я покрашу стены белой краской. Это кресло тоже я покрашу белой матовой красочкой. Оно будет идеально просто вписываться. Но и даже сейчас оно просто очень круто смотрится и невероятно комфортное. А еще что самое приятное, в качестве подарка в комплекте к креслу мне положили деревянный подстаканник и деревянную подставку для телефона. Теперь мне втройне комфортно работать за рабочим столом. А еще, что самое важное, благодаря тому, что это кресло настолько мобильное, благодаря тому, что его можно хорошо настроить под себя, благодаря этому экран ноутбука можно расположить прямо напротив своих глаз, из-за чего моя шея уже не будет больше сгибаться в знак вопроса и висеть над столом, над ноутбуком, как это обычно у меня было. Кстати, для меня это актуально и вне рабочего времени, когда я отдыхаю. Например, я очень часто смотрю любимый свой ютубчик. И, конечно же, во время досуга тоже очень важно позаботиться о своем здоровье и не портить свою осанку. Лично я сейчас прям вот очень сильно жалею, что раньше не нашла такого вот удобного кресла. В общем, летом я буду выносить это кресло на свое крыльцо, на свою маленькую терраску и работать на улице, на свежем воздухе. Ну а пока на улице холодно, сейчас у нас октябрь, ну почти уже ноябрь даже, я работаю у себя на кухне, и здесь мне тоже вполне комфортно в нем. А еще после тяжелых физических нагрузок я обычно делаю йогу. Знаете, такую мягкую женскую йогу с растяжками, после которых мое тело очень хорошо расслабляется. Эти упражнения особенно полезно делать перед сном, потом очень хорошо спится после них, после того, как тело расслабилось. А также я делаю дыхательные специальные упражнения, которые помогают наладить гормональный баланс. Об этом я могу подробно рассказать в своем телеграм-канале. Спрашивайте, проходите, подписывайтесь. Ну и, конечно же, самый лучший антистресс – это мои кошечки. Вы только посмотрите, у них стоит поучиться, как расслабляться. Мне кажется, Белочка превзошла просто всех в умении релаксировать. Вот кто-кто, а она-то уж точно знает, как хорошо расслабиться.
А еще хорошо расслабиться мне помогают аромамасла, которые я добавляю в свою аромалампу. Как я уже рассказывала, да, я обычно добавляю масло мяты. Оно мне хорошо помогает заснуть, успокоить психику. Ну и также по вечерам я в своем доме, конечно же, делаю особое освещение. Например, у меня есть вот такой вот проектор в виде космоса и звезд, очень красивый, который создает особую атмосферу волшебную, благодаря которой мои глаза и я сама расслабляюсь, в общем-то. Кстати, совсем недавно в своем доме я поменяла освещение, убрала все старые люстры и повесила новые светильники, о которых я вам расскажу, скорее всего, в следующем видео, потому что это уже и так очень длинное получилось. Вообще, мои глаза очень тяжело переносят искусственный свет, поэтому в своем доме я стараюсь делать такое мягкое освещение по вечерам всегда. Ну и, конечно же, самым лучшим способом и методом для расслабления является живой огонь. Я очень люблю посидеть возле печки, полюбоваться языками живого пламени. Это даже своего рода, знаете, какая-то такая медитация. Ну и также расслабиться очень хорошо мне помогает, конечно же, баня. Я очень счастлива, что у меня есть такая возможность париться в своей собственной бане, которую я топлю каждую неделю. Кстати, забыла вам рассказать, что такое запланированный отдых. Дело в том, что здесь, в деревне, мне очень сложно вспомнить, что нужно остановиться и отдохнуть наконец-то. Понимаете, я иногда так сильно увлекаюсь каким-то делом, что даже не чувствую усталости, вы представляете? И поэтому мне приходится себя буквально-таки как-то отдергивать, заставлять отдыхать. Поэтому я прям делаю специальные такие дни, которые называю запланированным отдыхом. Например, я делаю один день в неделю, в который я ничего не делаю. Ну, что значит ничего не делаю? Это значит, что делаю все, что я хочу. Например, я выделяю для этого воскресенье, утром встаю и спонтанно живу эту жизнь без планирования чего-либо. Вот как пойдет, так пойдет, как говорится. И также стараюсь в этот день себя сильно не нагружать какими-то сильными физическими нагрузками. Ну и также я поняла, что нужно все-таки организовать себе отпуск. Не такой отпуск, где я 24/7 впахиваю на своем огороде и в саду, а отпуск, чтобы куда-то съездить, посмотреть на что-то. Скорее всего, такой отпуск я запланирую себе на следующий год, летом обязательно куда-нибудь съезжу. Ну вот и все, собственно, я поделилась с вами методами и способами организации своего деревенского быта для того, чтобы себя сильно не нагружать физическими нагрузками какими-то, чтобы не забывать отдыхать, да. Поделитесь и вы тоже, как вы стараетесь себя приводить в ресурсное состояние. Напишите свои способы в комментариях. Мне будет очень интересно почитать их. Ну а на сегодня все. Благодарю вас за лайки, подписки, комментарии, донаты. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.